Уже почти 4000 лет пещера Махпела почитается как окончательное место упокоения Авраама, Исаака, Иакова и их жен. Но правда, скрытая под древним городом Хеврон, может проникать гораздо глубже, чем осмеливались утверждать самые священные тексты. В 1981 году исследователи вскрыли участок каменной кладки, который оставался запечатанным на протяжении тысячелетий. То, что там обнаружили ученые, оказалось не просто потерянной страницей истории. Это было нечто гораздо более древнее и гораздо более пугающее. Найденные под пещерой Махпела артефакты и сооружения бросали вызов устоявшимся представлениям и предполагали тайны далекого прошлого человечества, какого немногие могли себе представить. В суровых холмах южного Хеврона, всего в 18 милях к югу от Иерусалима, стоит каменная крепость, чья тяжелая тишина скрывает секреты гораздо более древние и глубинные, чем века истории, которую она демонстрирует. Это пещера Махпела, также известная как пещера патриархов, место глубочайшего духовного значения для иудеев, христиан и мусульман. Считается, что здесь похоронены одни из величайших праотцов – Авраам и Сара, Исаак и Ревекка, Иаков и Илия, имена, отзывающиеся через тысячелетия и составляющие основу веры и идентичности миллиардов людей. На протяжении тысячелетий паломники приходили сюда с трепетом, ведомые непрерывной традицией, связывающей живущих с древними умершими. Как однажды заметил историк, мало где на земле сохранялось такое неразрывное почитание среди стольких вер и на протяжении стольких веков. Надземное сооружение впечатляет. Прямоугольный огражденный двор из огромных каменных блоков, изготовленных с тщательной точностью и несущих следы амбициозного замысла Ирода Великого. Прошло более 2000 лет с момента его строительства, и он поразительно сохранился. Возможно, это самый старый геродионский памятник, который дошел до наших дней. Но под этой древней крепостью скрывается еще более глубокая загадка. Несмотря на монументальный характер здания, нет видимого или доступного древнего входа в погребальные пещеры. На протяжении поколений посетителям показывали лишь сенотафы, торжественные мемориальные знаки, обозначающие могилы, но не сами могилы. Истинные погребальные камеры скрывались глубоко под землей, во мраке и тайне. Отсутствие очевидного входа давно ставило археологов в тупик. Были ли пещеры сознательно запечатаны строителями Ирода, или же первоначальные входы утрачены временем? Почти 2000 лет эти пещеры оставались запечатанными и нетронутыми, их тайны скрыты от человеческих глаз. Словно сама история сговорилась, чтобы скрыть то, что лежало внизу, заметил один из археологов, изучавших это место. Затем, в 1981 году, добровольцы начали разгребать слои истории, веры и противоречий вокруг одного из самых священных и спорных мест мира. До этого пещеры оставались нетронутыми, закрытыми от человеческих рук и скрытыми под слоями истории, веры и конфликтов. Зачем же было это надстроенное сооружение? Сами пещеры недоступны, защищены крепостью, настолько древней и внушительной, что она во многом определяет историю места не меньше, чем праотцы, похороненные там. Эта крепость – дело рук одного из самых амбициозных строителей древности – Ирода Великого. Ограждение Ирода не было простым некрополем или религиозным памятником. Оно построено с точностью и целью крепости, предназначенной для защиты и сокрытия. Камни – массивные известняковые блоки с гладкими, почти отполированными лицевыми поверхностями и глубоко прорезанными кромками, типичны для геродианской архитектуры, идентичны по стилю тем, что можно увидеть в западной стене Иерусалима, самом священном фрагменте второго храма. И все же архитекторы Ирода не оставили видимого или доступного входа в погребальные пещеры под сооружением.
Это отсутствие порождало спекуляции на протяжении столетий. Был ли это простой архитектурный прием или преднамеренное запечатывание чего-то древнего и священного? С течением веков назначение строения менялось под напором завоеваний и культур. При Византии оно превратилось в церковь, место христианского поклонения, наложившееся на более раннее значение места. В VII веке под контролем мусульман оно снова стало мечетью. Крестоносцы захватили его в XII веке, а затем Салах ад-Дин, Саладин, вернул его в статус мечети. К XIV веку доступ к комплексу был существенно ограничен. Иудеев, некогда хранивших древнее наследие места, не пускали дальше 7-й ступени снаружи. Сами пещеры снова ушли в тень. Прошли поколения без какого-либо взгляда на то, что находится внизу. Место оказалось окутано слоями религиозной, политической и культурной напряженности, что делало исследования практически невозможными. Но после шестидневной войны, когда Израиль взял под контроль Хеврон, было принято смелое решение, которое навсегда изменило ход археологической и религиозной истории. Моше Даян, министр обороны Израиля, понимал деликатность места, но также осознавал возможный эффект от раскрытия его глубин. Проблема была физической. Единственный известный люк, ведущий в пещеры, был узким клаустрофобическим отверстием всего 28 сантиметров в ширину, слишком узким для взрослого человека. Но необходимость увидеть, что скрывается внизу, была острой. Даян пошел на риск и прибег к единственному решению – использованию ребенка. В 1968 году Михаль Арбель, девочка, была опущена в узкий ствол и спустилась в темноту, которая не знала света почти 2000 лет. Она обнаружила не просто место погребения, это было окно в древнюю историю, веру и конфликты. Этот спуск положил начало откровениям, которые поставили под сомнение многие давние убеждения и разожгли споры, отголоски которых ощущаются и поныне. Хотя спуск Михаль дал заманчивый взгляд на нетронутые глубины пещеры Махпела, ее находки только углубили загадку. Запечатанная каменная плита, с которой она столкнулась, намекала на тайны, скрытые тысячелетиями, но не дала ответов. В течение более чем десятилетия мир ждал в напряжении, преследуемый знанием о том, что за этой непреодолимой преградой что-то есть. Лишь когда ученые вернулись с инструментами и опытом для дальнейших раскопок, были сделаны по-настоящему шокирующие открытия. В 1981 году неугомонное желание раскрыть тайны под пещерой патриархов подтолкнуло небольшую группу еврейских добровольцев из Кирьят-Арбы к действию. Их операция была скрытной, проведенной при лунном свете в священный месяц Ав, когда воздух был пропитан молитвенной задумчивостью и поздними вечерними молитвами. Добровольцы пришли не с оружием, а с инструментами, молотками, долотами и решимостью, скрытыми под тяжелыми плащами. Их вела информация, полученная после исследования Михаль. Считалось, что массивная каменная плита, перекрывающая ее путь, находится под слоями ковров на мусульманской стороне комплекса, в частности в комнате, называемой «залом Исаака». С большим усилием мы отодвинули камни с пола, и перед нашими глазами обнаружился вход в пещеру, высеченную в камне, вспоминал Ноам Арнан, возглавлявший группу добровольцев. С тихой точностью команда отодвинула ковры, стараясь не потревожить больше, чем нужно. Там, как и предсказывали легенды, лежала древняя монолитная плита. Инструменты начали обрабатывать ее поверхность, но камень упирался, удерживаемый скрытыми железными стержнями. Часы тяжелой работы. Удары молотков отдавались в пустых залах над головой, и, наконец, плита сдвинулась. Холодный вихрь воздуха вырвался из тьмы внизу, пробравшись до костей тех, кто стоял рядом.
Казалось, сама пещера выдохнула то дыхание, которое удерживало тысячелетиями. Добровольцы спустились по узкой древней лестнице, согнувшись, чтобы пройти по тесному коридору. Они попали в тот самый круглый зал, о котором рассказывала Михаль 13 лет назад, и вдохнули тот же затхлый воздух, что и она. Но их поиски не закончились. Ведомые смесью надежды и отчаяния, они обследовали стены в поисках другого прохода или тайного входа. Сначала находили лишь необработанный камень, непробиваемую поверхность, насмехающуюся над их усилиями. Потом один из них остановился, почувствовал тонкое движение воздуха, исходившее не сверху, а снизу. Легкий, но явный сквозняк прошептал в безмолвии зала. Они осторожно расчистили столетия обломков, стараясь сохранить целостность обнаруженного. Под серией плотно уложенных плит пола обнаружился вертикальный колодец, секретный ход, уходящий глубже в землю и скрытый от посторонних глаз. Что находилось там? Что было запечатано и забыто? Это было не просто обнаружение древней гробницы. Это было раскрытие секрета настолько глубокого и настолько пугающего по своим последствиям, что те, кто его нашел, сразу поняли, почему оно было скрыто и почему предки предпочли запечатать его. Истина, казалось, была ужасна и лежала гораздо глубже, чем кости праотцов. И как вскоре узнает мир, некоторые тайны Хеврона должны были остаться похороненными. Вот момент, к которому исследователи шли десятилетиями, совпадение легенд и писания, ставшее материальной реальностью. Они, наконец, нашли Махпелу, двойную пещеру, о которой с благоговением и тайной говорилось в Библии, и она соответствовала древним текстам. Две камеры, расположенные одна над другой, идеально выровненные по вертикали, как об этом более 500 лет назад предполагал Талмуд. Сама по себе эта архитектурная конструкция потрясла команду. Это был инженерный шедевр древности, сохранившийся почти нетронутым под слоями истории. Исследователи проползали через узкий вход. Их фонари прорезали густую темноту, которой было окутано это священное место веками. Первый зал встретил их гнетущей неподвижностью. Толстый слой вековой пыли покрывал пол. За пределами искусственного света не было никакого света, не колыхалось ни дуновения воздуха, не слышалось звука, кроме биения сердец живых на фоне тишины веков. Это был мавзолей, застывший во времени, место, где живые ступали с трепетом. И в этой пыли они увидели кости, человеческие кости, хрупкие и побелевшие временем, рассыпанные, будто ожидающие быть вновь открытыми. Это были не просто реликвии, это были остатки когда-то живших людей. Шепоты далекого прошлого звучали в холодном воздухе. Кости несли тяжесть памяти, связь с давно ушедшими предками. Их личности утеряны в истории, но их присутствие неоспоримо. Еще глубже скрывался второй зал, под первым. Здесь атмосфера была пропитана отпечатками древних ритуалов. Осколки керамики были разбросаны по полу, некоторые удивительно целые, другие рассыпались на тончайшие осколки. Масляные лампы древнего образца стояли как стражи забытой эпохи. Среди этих предметов находился один винный кувшин, удивительно сохраненный, будто замерший в акте вечного подношения. Позже археологи датировали эти находки примерно 700 годом до нашей эры, периодом первого храма, временем глубокой религиозной и культурной значимости в регионе. Когда свет моего фонаря упал на тот винный кувшин, все внутри меня онемело, вспоминала доктор Элиана, одна из добровольцев экспедиции. Но не керамика и лампы поразили исследователей сильнее всего. Это были кости. Их присутствие вызвало почти осязаемый холод по всему отряду.
Мысль, медленно расползающаяся, как тень на закате, овладевала умами. Не оказались ли они внутри непосредственных гробниц Авраама, и Сары, Иакова, Илии, праотцов и праматерей веры, чьи истории сформировали целые цивилизации? Лежали ли их останки здесь, в этой тайной камере под землей? Или это место еще древнее, первозданнее, чем признает история? Один из членов команды с трудом прошептал: «Это ужасно». Слово повисло в воздухе, не от страха перед физической опасностью, а от глубочайшего благоговения перед самим временем. В присутствии смерти, священной тайны, чего-то непредназначенного для современных глаз, они поняли: это необычный археологический объект. Они стояли внутри гробницы, нетронутой со времен Бронзового века, камеры, запечатанной тысячелетиями и не желавшей выдавать своих тайн. И это было только начало. После первоначального шока команда действовала с уважением, стараясь не нарушить святость захоронения. Они взяли лишь то, что могли унести, не поставив под угрозу целостность погребения. Несколько кусков керамики, немного образцов почвы, все аккуратно упакованное для лабораторного анализа. Кости же остались нетронутыми в своих древних покоях. Но последующие открытия перевернули все, что мир думал о этом священном месте. Результаты лабораторных исследований распространили волну удивления среди археологов. Керамика оказалась привезенной из разных регионов, что свидетельствовало о широких древних связях. Часть предметов происходила из Иерусалима, другие — из иудейских холмов, а некоторые — из самого Хеврона. Это указывало на то, что место было не просто могилой, а пунктом паломничества, куда стекались люди издалека. И что поразительно, данные указывали, что почитание этого места началось еще до царствования Давида, отодвигая времена поклонения в туман довременной древности. Но кости рассказали более сложную историю. Они принадлежали взрослым людям, но их личности остались полностью загадочными. Останки были уложены с явной заботой, не имели признаков травм, переломов или резаных ран, не было и явных следов болезней. Казалось, что они практически не пострадали от хаоса жизни, сохраняясь в тихой неподвижности смерти. Но не было ничего, что могло бы привязать их к историческому контексту, никаких надписей на стенах, никаких могильных маркеров, никаких предметов, положенных рядом, которые могли бы подсказать о происхождении или верованиях покойных. Стены камеры были пусты, лишены резных изображений и символов, которые часто направляют живущих в поминовении умерших. Это отсутствие контекста и гнетущая тишина вызывали тревогу. Казалось, эти души были намеренно стерты из памяти, их личности похоронены вместе с ними в акте вечного сокрытия. Затем произошло наиболее тревожное открытие, которое, казалось, поколебало основы представлений команды. При проведении предварительного анализа древней ДНК результаты оказались ошеломляющими. Генетические маркеры, выявленные в хрупких нитях ДНК, не совпадали с известными семитскими популяциями региона, ни с древними, ни с современными. Казалось, эти останки принадлежали людям, стертым из человеческих записей, линий, которая просочилась сквозь щели истории и не оставила после себя следа, кроме этих молчащих останков. Это открытие бросило длинную и тревожную тень на раскопки, заставив даже самых рациональных членов команды почувствовать необъяснимое волнение. Эксперты, осторожно относясь к преждевременным заключениям при неполных данных, все же не могли игнорировать полученные результаты. Генетические сигнатуры были иными, принадлежали неизвестной линии, не укладывающейся в общепринятую картину библейских праотцов или местных племен. Вывод был ошеломляющий. Возможно, здесь были похоронены представители другой, более древней культуры, старше Авраама, народ или цивилизация, утратившие следы в истории.
И внезапно многовековые мидрашические легенды о том, что здесь могут покоиться Адам и Ева, когда-то отвергавшиеся многими как метафора или миф, перестали звучать просто как аллегория. Когда команда подумала, что все тайны пещеры исчерпаны, пришел неожиданный и леденящий сигнал — ветер. После часов осторожных раскопок и исследований они предположили, что камеры выдали все, что могли. Но во втором зале, за опасным склоном из рухнувших камней, вновь прошептал слабый поток воздуха. Он был едва ощутим, но явен. Пещера была жива в каком-то смысле, все еще связана с миром за ее древними стенами. С новой решимостью команда убирала обломки слой за слоем, пока не открылся узкий туннель, круто идущий вниз. Внизу находился вертикальный колодец, запечатанный грубым обтесанным каменным блоком. Этот камень отличался от безупречной геродианской кладки наверху. Он был необработанным, первобытным, его поверхность несла глубокие неровные резьбы, намекавшие на древнюю символику, утраченную для понимания. Сдвинуть этот камень было и тяжелой физической задачей, и испытанием на смелость. Когда плита сдвинулась со скрипом, команда заглянула в темноту далее и увидела камеру, не похожую ни на одну из ранее встреченных. Там было кромешно черно и безмолвно. Стены выглядели гладкими и естественными, как природные вкрапления скалы, а не как обработанные человеком поверхности. Это уже не был склеп, вырубленный мастерами Ирода, а нечто более древнее, нетронутое временем. В центре зала стоял единичный монолит, массивный черный столб, почти обсидиановый по текстуре. Его поверхность слабо мерцала в свете факелов, будто поглощая, а не отражая слабое сияние. Подойдя ближе, исследователи заметили глубокую, сложную гравировку на камне. Символ был незнаком, не еврейский и не арамейский. Позднейший анализ предположил, что его корни могли тянуться к протоханаанскому письму, системе знаков, существовавшей задолго до записанной истории региона, но даже это не объясняло странной геометрии знака. Возможно, это было предупреждение, печать или пограничный знак, предназначенный отпугнуть любопытных или защитить то, что находится за ним. Камень оказался не просто монументом, а сторожем тайн, захороненных еще глубже. Георадарные исследования, проведенные позже, выявили огромную пустоту под полом этого зала, еще одно пространство, еще более древнее и скрытое, до сих пор недоступное человеку. Эта нижняя камера никогда не была посещена и оставалась нетронутой, ее безмолвие абсолютное, тайна, неразгаданная сквозь тысячелетия. В команде разгорелись дебаты. Одни призывали к осторожности, чувствуя, что переход через этот порог может пробудить опасности или высвободить силы, лучше оставшиеся в покое. Другие пылко жаждали продолжить, ведомые обещанием открытия и ощущением исторического долга. Но судьба уже вмешалась. Правительство узнало о раскопках и о скрытой камере под Махпелой. То, что лежало внизу, перестало быть только археологическим вопросом. Это стало делом национального и религиозного значения. Хрупкий баланс между исследованием и сохранением нарушился. Дальнейший путь вдруг оказался окутан не только древними тенями, но и тенями власти и секретности. Путешествие команды в самое сердце Земли и к истинам, скрытым внизу, оказалось на грани окончательного запечатывания. В последующие дни атмосфера резко изменилась, от предвкушения до удушающей тишины. Сообщается, что силы безопасности Израиля действовали быстро и решительно, опечатав весь комплекс. Тот самый доступ, который был дверью в запретный мир, якобы закрыли без объяснений. Вертикальный колодец был восстановлен и замаскирован под слоями камня и бетона. Грубо обработанный блок, который когда-то закрывал загадочную камеру, был укреплен металлом и заперт так, что открывать его в ближайшее время не планировалось. Фотографии, сделанные во время раскопок, таинственно исчезли из архивов и публичного доступа.
Извлеченные предметы, осколки керамики, масляные лампы, фрагменты винных сосудов тихо переклассифицировали под расплывчатым обозначением материалы без атрибуции и поместили в запечатанные контейнеры в строгих хранилищах. Официальный нарратив оказался запечатан. Но еще более жутким было молчание, наложенное на самих участников экспедиции. Исследователям было велено не разглашать увиденного. Карьеры были поставлены на паузу, гранты внезапно отклонялись, академические двери закрывались без объяснений. Тем не менее, сквозь трещины просачивались шепоты. Небольшая группа смелых ученых опубликовала робкие отсылки к исследованиям 1981 года, достаточно неопределенные, чтобы избежать цензуры, но достаточные, чтобы подпитывать спекуляции. В 2020 году осторожный отчет в Israel Exploration Journal подтвердил два неоспоримых факта. Датировка керамики была подлинной, и под известной пещерой действительно существует вторая камера. Однако в этом отчете странным образом не было ни слова о черном монолите. Обнаруженное оказалось не просто археологической находкой. Это была переступленная грань, которую власти явно не намеревались, чтобы кто-то перешел. Граница, древняя и невидимая, начертанная не только в камне, но и в секретности. Если эти пещеры действительно ведут к чему-то, чего человечество никогда не должно было узнать, стоит ли нам продолжать раскопки? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Благодарим за просмотр видео. До встречи в следующем выпуске.